Привет! В этом видео мы подготовим пластилиновый борт, а я напомню, что это вторая часть из серии о том, как изготовить силиконовую форму для садовых фигур или домашнего декора, и не только. Возможности не ограничены, если знаешь, как сделать форму. С вами Дмитрий, приятного просмотра! Друзья, обычным пластиковым стеком подрезаем пластилин. Наша задача примыкание модели и пластилина 90 градусов, ну или перпендикулярно. Это обязательный момент, плавный наплыв пластилина уменьшает срок годности формы, да и будут неприятные наплывы на отливках. Дальше равняем весь борт вот таким незамысловатым стеком, сделанный из обычной стальной проволоки. Режущая часть заточена с обеих сторон. Не обязательно сверхзаточка, так чтобы резала пластилин. Скоблим весь борт так, чтобы не было ни единой раковинки. Можно где-то долепить, подмазать и соскоблить заново. Дальше катаем вот такие колбаски толщиной 5 мм. Можно вырезать углубление в бортике и замазать его. Я делал и так, и так. Каждый способ по-своему хорош. Клеим эти колбаски к бортику. Далее раскатываем тонкие колбаски 1-2 мм. И приклеиваем вдоль нашей змейки с обеих сторон. И все это заглаживаем вот таким вот стеком. Такие эти называются петличными.
Так они выглядят с другой стороны. Приобрел я их в магазине для рукоделия. Далее раскатываем колбаску толщиной 1 сантиметр и раскатываем ее вот такой пластиковой втулкой. Можно пластиковой скалкой, примерно толщиной 5 миллиметров, и приклеиваем ее по периметру борта. Опять раскатываем тонкие колбаски и приклеиваем их в угол примыкания. И также разглаживаем стеком, убираем излишки. Далее приклеиваем бортик на дно и ровно подрезаем его со стороны формы. Далее мягкой нейлоновой кистью и white спиритом заглаживаем примыкание модели и пластилина. White спирит легко заглаживает шероховатости. Далее такой же кистью, только немного больше, проглаживаем весь борт. Окунаем white спирит и проглаживаем. Друзья, вот что должно получиться. Весь бортик должен быть гладким. Это очень важно. Конечно же, можно все сделать иначе. И еще один момент. Я не упомянул, перед тем, как клеить пластилин на модель, нужно детально обдумать, как будет разбираться форма, чтобы не получилось силиконовый замок. Можно отрисовать модельку маркером, то есть нарисовать линию там, где будут разделяться формы. На некоторых купленных изделиях эту линию можно увидеть. И еще эти формы для гипса и полистолна. Для цементных смесей она не подойдет. Точнее подойдет, но ненадолго. Цемент — это щелочная среда, а щелочь разъедает силикон. Для цементных смесей делается такая же форма, только полиуретан вместо силикона. На этом все. В следующем видео нанесем разделительную смазку и силикон. Желаю вам добра, успехов, до новых встреч в следующем видео.